Всем привет! Меня зовут Марго. Наша обязанность – относиться ко всем созданиям с любовью, состраданием и добротой. Только мы можем помочь беззащитным и слабым братьям нашим меньшим. Сегодня я расскажу вам 10 сжимающих сердце случаев с животными. Поехали! В индийскую службу спасения животных Animal Aid позвонили и сообщили об очень больном уличном щенке. Приехав за ним, волонтеры нашли щенка сидящим в мешке. При малейшем касании к нему бедняжка душераздирающе плакал. Он был невероятно худым. Из него торчали косточки. Пса отвезли в центр Animal Aid, где его осмотрели. У него была чесотка и глубокая рана на ноге, причинявшая ему боль при каждом движении. О том, какую боль, страх и волнение испытывал этот мальчик, говорят его обеспокоенные, выразительные глаза. Его тщательно лечили и откармливали. И после 1,5 месяцев ухода этого малыша не узнать. Песика назвали Джампер. Он веселый, довольный. У него красивая шерстка. Он уже ничего не боится и обожает бегать и играть. Молодой парень ехал через горы в Норвегии, когда увидел, как птица пролетела мимо его лобового стекла. Решив, что он только слегка задел ее, парень спокойно поехал дальше. Почти 4 мили спустя он остановился, чтобы запечатлеть прекраснейший пейзаж. Но вернувшись к машине, он услышал странный звук. Кто-то царапал крышу. Оказалось, что та самая птичка застряла между крышей и багажным боксом. Попав в эту ловушку, птичка не могла пошевелиться. Последние несколько миль холодный ветер буквально замораживал ее. Парень тут же вытащил ее, но бедная птица была сбита с толку, а ее маленькие перья дрожали. Боясь, что птица ранена, молодой человек взял ее с собой в машину, чтобы согреть. Здесь птичка уютно устроилась и медленно начала приходить в себя. В конце концов, ей удалось встать на свои лапки. Когда птица была готова лететь домой, мужчина открыл дверцу, и пташка благополучно поднялась в воздух и улетела. Благодаря нежной заботе это милое создание получило второй шанс на жизнь. В Швеции 3 человек катались на коньках по замерзшему озеру. Они заметили провалившегося под лед в холодную воду лося. Сначала они не знали, как вызволить животное, а потом им пришла мысль разрубить лед топором, расчистив лосику путь на берег. Но когда дорожка была прорублена, животное от страха, бессилия и переохлаждения не спешило выйти. Спасателям пришлось подтолкнуть его. Он вышел на берег. Его ножки поначалу подгибались, а потом, нормально встав, спасенное животное пошло в сторону леса. Волонтеры американской организации помощи животным Hope for Paws заметили живущих под большим металлическим контейнером собаку и ее щенят. Животные не выходили сами, они боялись. Волонтеры сделали небольшой подкоп, осветили все фонариком и привлекали собачек едой. И вот один из щенят подошел поближе, и его удалось поймать. Мама не смогла так просто отдать щенка и выбежала за ним. Оставшиеся 3 щенят не хотели сдаваться, поэтому их пришлось ловить в специальный сачок. Когда вся семья была вызволена из-под контейнера, волонтеры убедились, что больше там точно никого нет. Зверят привезли в ветцентр, искупали, обработали от блох и паразитов, которых на них было невероятно много, а после накормили. Посмотрите, как они преобразились. Они счастливые и веселые. Маму назвали Кэнди, а ее щенят Скитлс, Баблгам, Херши и Лакрица. Спасателям животных с канала Не Секрет ТВ позвонила неравнодушная женщина с просьбой снять с дерева кота, который сидел там уже неделю на морозе, плюс шел снег.
Котенок сидел достаточно высоко, и один из мужчин бесстрашно полез за ним, без лестницы и страховки. Когда он добрался до животного, стало понятно, почему бедняжка сидит там так долго. Котенок лапкой и хвостом очень сильно примерз к дереву. Аккуратно освободив кису от ледяных оков, спасатель посадил зверька в куртку и спустил вниз. В машине котенок отогрелся и даже освоился. Этот котик был бездомным, поэтому спасатель оставил этого красавца жить у своей мамы. Вот так этот малыш был спасен не просто из тяжелой ситуации, а еще и от холодной и голодной жизни на улице. Житель Сочи заметил енота на одном из фонарных столбов и позвонил в МЧС, но те сказали, что не занимаются подобными вопросами. Тогда молодой человек решил спасать енота своими силами. Он нанял подъемник на свои деньги и сам поднялся к еноту. Сначала енота пытались затащить в люльку уговорами, затем приманить едой, но тот ни в какую не желал покидать фонарный столб и все дальше отодвигался от людей. Затем, поняв, что от надоедливых людей ему так просто не отделаться, енот совершил головокружительный прыжок с верхушки фонарного столба. И погибнуть бы ему на месте, если бы местные жители заранее не учли такой вариант развития событий и не натянули тент, в который и угодило животное. Оказавшись почти на земле, енот выскочил из тента и сбежал, куда глаза глядят. Главное, что в целости и сохранности. Зачем енот залез на столб, остается загадкой. На небольшом островке посреди бурной реки Сочи в районе парка Ривьера оказалась небольшая собачка. Выбраться оттуда сама она, конечно, не могла. Ей на помощь пришел один из прохожих. Этот неравнодушный мужчина спустился к островку и взял собачку, дважды оказавшись в холодной реке. Бедняжка была очень напугана и сначала в руки не давалась. Поднять животное наверх помогли еще несколько человек. Этот мужчина не прошел мимо, не побоялся прыгнуть в бурную реку. Это поступок человека с большим добрым сердцем. Американка ехала по дороге со скоростью около 90 км в час, как вдруг ей навстречу вылетел ястреб. Она остановилась и боялась выйти, потому что думала, что сбила ястреба насмерть. Но все же решилась и увидела это зрелище. На помощь растерявшемуся водителю пришел проезжавший мимо незнакомец. На кадрах видно, как он пытается схватить птицу и вытащить ее, но та брыкается и пугает своего спасителя. Тогда мужчина сходил в машину за художественной кистью и с помощью нее начал двигать застрявшую голову птицы в нужном направлении. И вот ястреб на свободе, но улетать почему-то не хочет. Мужчина посадил его на землю, а тот остался сидеть и смотреть по сторонам, давая разглядеть себя красивого и даже погладить. В конце концов, он все же улетает. На обочине улицы был найден бездомный, сбитый машиной котенок. Кошечка была в ужасном состоянии. Она долго страдала от травм и была близка к смерти. Малышке очень повезло, что ее нашла неравнодушная женщина-волонтер. В течение месяца кису лечили ветеринары. Нашедшая ее женщина поила и кормила крошку из шприца. Кошечку окружили любовью и заботой. И это сотворило с ней настоящее чудо. Киса начала не просто ходить, а бегать. Она полностью восстановилась и обрела дом и любящую хозяйку в лице спасшей ее женщины. Теперь эта малышка чувствует себя счастливой и полна радости. Трое маленьких щенят
угодили в смолу. Они не могли даже слегка пошевелиться. Все, что оставалось этим напуганным малышам, плакать, кричать о помощи. Когда я впервые смотрела это видео, мое сердце буквально разрывалось на части от звуков плача этих щенят. К огромному счастью, им на помощь поспешили волонтеры индийской организации по спасению животных Animal Aid. Спасение оказалось непростым. Смола была почти окаменевшей. Мужчинам с огромным трудом удалось вырвать животных из смоляной ловушки и доставить в ветеринарный центр. Там с малышей несколько часов подряд при помощи масла смывали смолу. Несколько дней их купали и маслом размягчали шерстку. Бедняжки были ужасно истощены, но сильны духом. Они быстро шли на поправку. А вскоре случилось чудо. Волонтерам удалось найти маму этих малышей. Только посмотрите, как они теперь счастливы. Они полны сил, играют и веселятся. Помогать тем, кто сам себе помочь не может, наш долг. Ставь лайк, если согласен, и делись роликом с друзьями, чтобы максимально его распространить. С вами была Марго. Подписывайтесь на канал, с нами интересно.